Здравствуйте все, добро пожаловать. Джей, очень рад вас всех видеть здесь. Спасибо, что пришли. I just want to say welcome everyone. Thank you for coming out. Pleasure to be here. Я просто хочу сказать спасибо всем большое, что вы все пришли. Очень приятно. It's been a great trip so far. I was really looking forward to coming back to Russia. It's been a long time, about 13 years, and it's been great. The fans have been great. I'm excited for today to speak to you guys. Я очень рад сюда вернуться. Я был здесь 13 лет назад. Все было отлично. Я очень рад. Спасибо большое, что все пришли. Okay, so with that being said, I'd like to get started. So let's start with the first question. Who has the first question for me? Raise your hand. Давайте начнем с вопросов. Кто готов задать первый вопрос? По регламенту у нас 30 минут на вопросы, 30 минут на автографы, и также будут продаваться постеры и футболки. Итак, кто готов задать первый вопрос? Yeah, make sure you stand up when you ask the question, okay? Пожалуйста, когда вы задаете вопросы, вставайте, чтобы вас было лучше видно. Во-первых, хочется поприветствовать от лица всех фанатов и поклонников Джея, сказать спасибо, что он приехал, мы его все очень рады видеть. Ну и, собственно, вопрос. Хотелось бы узнать, какие манипуляции с солью и с водой у Джея в последнюю неделю перед соревнованиями? Не совсем хорошо слышно, но могли бы повторить вопрос? Какие манипуляции с водой и с солью у Джея в последнюю неделю подготовки? Usually 5 days I cut the sodium down. Я обычно стараюсь уменьшать содиум в течение 5 дней. And then pretty much cut the water. I taper the water down, usually a little bit at a time, but I still keep quite a bit of fluid in because of my size. Также я стараюсь уменьшать воду, но тем не менее я ее все-таки использую, просто потому что вода нужна и потому что у меня такой размер. And I've experimented with no water. I've experimented with keeping water in, and it seems to work best if I keep some fluids in there, but keep the sodium to a minimum. Я экспериментировал с водой, экспериментировал без воды и пришел к выводу, что нужно все-таки немного воды для того, чтобы и нужно еще немного держать соду. Everyone's body is going to be different, so it's a little tricky process. Это достаточно сложный процесс, потому что у каждого человека свое тело. Следующий вопрос. Здравствуй, Джей. Хотел бы тебя узнать, что бы ты выявил самые главные моменты в массовом наборе в период соревнований и подготовки? Eat a lot of food. Есть много еды. So I found best 6 to 8 meals a day. Я считаю, что 6-8 приемов пищи в день. But a lot of carbohydrates, especially around the workouts. Я считаю, что оптимально это 6-8 раз в день и гидрокарбонаты уменьшать. Hello, Джей. Я хотел бы спросить о мотивации. Как вы мотивируете себя, как вы готовите психологически к выступлению? Спасибо. Спасибо. You know, I was pretty self-motivated.
pretty much most of the time. I always saw progress. I think that's a big motivation for anyone. Progress. Моя мотивация заключается в том, что я вижу результаты, когда я нахожусь перед зеркалом, и это мотивирует меня на еще большие успехи. And I think when your body peaks and you can see the changes so much, you know, everyone wants to get better. I think it's important that a lot of people, you know, continue to work harder and make the changes. If you're not seeing changes, then you're doing something wrong. Я считаю, что главное, что люди, которые занимаются, должны видеть прогресс. Если они не видят прогресс, это значит, что они что-то делают неправильно. То есть ключ мотивации заключается в результатах, которые вы видите перед зеркалом. Привет, Джей. Хотелось бы задать вопрос. Какими продуктами ты загружаешься перед началом соревнований? И загружаешься ли ты вообще? Как это происходит? Спасибо. My diet really doesn't change that much between off-season and pre-contest, to be honest. И, честно говоря, моя диета не меняется ни когда я нахожусь, ни когда я готовлюсь, ни после. То есть ни в сезон, ни после сезона диета не меняется. The biggest changes are going to be in my training and my cardio routines. Большие изменения появляются в кардио. So I always ate on a moderate protein, moderate carbohydrate diet. Я обычно нахожусь на умеренной протеиновой и гидрокарбонатной диете. But the main thing I switched to is my protein source when I dieted for competition changed more to white fish. Но единственное, я меняю протеин больше на белую рыбу, когда я готовлюсь к соревнованиям. But I think it's important to keep the diet maintained throughout the year. That way you don't have to make a lot of changes when you diet down. Но я думаю, что очень важно иметь диету одинаковую в течение всего года, для того, чтобы не делать резких кардинальных изменений до соревнований. Джей, спасибо за визит. Хотелось бы узнать твое мнение по поводу недавних слов твоего друга Фила Хита. Он сказал, что наследие в 10 Олимпии – это вполне достижимые цели. Что ты думаешь, удастся ли ему подобраться к 10? Спасибо. Здесь очень плохо слышно, потому что музыка. Вы не могли повторить последнюю часть вопроса? Удастся ли Филу Хиту подобраться к 10 статуэткам Сандова? Удастся ли ему подобраться к чему? Удастся ли ему 10 раз выиграть Мистера Олимпию? We'll see. Поживем, увидим. Hello, Jay. My husband is very interested about your plans for near future. Would you like to participate in any championships? Я спросила, какие уже планы на ближайшее будущее, в каких соревнованиях он хотел бы поучаствовать. И собирается ли вообще? No competition plans. Нет планов по соревнованиям. I'm still doing a lot of traveling. I'm at a different place every week. Я очень много путешествую, я в разных местах, каждую неделю в разных местах. Still working out, still eating healthy, and just doing my thing to promote bodybuilding in a positive way.
Я до сих пор тренируюсь, я до сих пор питаюсь и прилагаю много усилий для того, чтобы промоутировать бодибилдинг. Motivate people like your husband to get better. И также мотивировать людей, таких как ваш муж. Здравствуй, Джей. Хотел поинтересоваться, какое у вас впечатление о России? Поменялось ли оно после того, как вы приехали спустя 14 лет? A lot. Да, очень большие изменения. Fitness has grown a lot here. Фитнес очень сильно развился здесь. A lot more fans. We have the expos now. Много поклонников, есть выставки. A lot of different organization where they have different levels of competition, meaning they have men's physique and all these different new divisions started. Появилось много организаций, которые занимаются бодибилдингом, такие как Men's Physique и других. So it's good. Поэтому да, изменения есть, и это хорошо. Добрый день, Джей. Спасибо большое за мотивацию. Вы нас очень сильно мотивируете. И у нас 3 вопроса к вам. Первый вопрос по поводу воды. Как вы считаете, вот чисто ваше мнение, можно ли запивать большим количеством воды приемы пищи? Yes, you have to eat a lot and drink, obviously fluids, preferably water, to maintain the size. Да, нужно много тренироваться и хорошо питаться, и, естественно, нужно употреблять большое количество жидкости для того, чтобы поддерживать вес. Я принимаю примерно 2 галлона воды в день. Во время приема пищи, да? То есть прям ешь и можно запивать. Просто есть мнение, что разбавляется желудочный сок и плохо сказывается на пищеварении. Обычно я пью много воды после приема пищи. И также между приемами пищи. То есть после и между. Спасибо. Следующий вопрос по поводу растяжки. Многие считают, что растягиваться, например, перед тренировкой ног, может иметь негативные последствия на саму тренировку, потому что суставы немножко выходят из конструкции, из их держания. Как Джей относится к этому? Растягиваться перед тренировкой, например, ноги перед тренировкой силовой на ноги. Извините, пожалуйста, из-за музыки плохо слышно. Нужно ли растягиваться перед тренировками? Да, допустим, растяжка ног перед силовыми приседаниями. I would do it as you train, stretching. When your body's warm, get the most out of your muscle. Я обычно делаю растяжки в течение тренировки. И вопрос по поводу живота, именно жира. Джордж Фарр считает, что если пресса не видно в межсезонье, нельзя называть себя бодибилдером. Что по этому поводу думает Джей? Простите, и кто так говорит? Джордж Фарр. Фаррелл? Джордж Фарр, тренер, бывший Кай Грина и сейчас Виталия Фатеева. That's not true, I don't think. Я не думаю, что это правда. I mean, some people hold fat in different areas, but if you're a professional, you shouldn't have that kind of body fat, but as far as an amateur, it's a different story. Я так не думаю. Если вы профессионал, то у вас не должно быть жира. Но все разные. И если вы не профессионал и находитесь в непрофессиональном сегменте, то это не проблема. Thank you. Thank you.
Здравствуйте, Джей. У меня к вам такой вопрос. Вот в прошлом году на выставку приезжал Маркус Руль. И когда вопрос зашел о его физической форме, в чем его секрет, он ответил то, что он мешал консервированного тунца с водой. А в чем ваш секрет? I think he was joking. Я думаю, что он по поводу тюнафиша, он просто по поводу тюны, он просто шутил. Did you believe him? Вы поверили ему? I tried, it didn't help me. I hate tuna fish. Я ненавижу тюнафиш. Yeah, don't eat it then. Не ешьте ее. There's no secrets. I know you guys like to think there's a lot of secrets, but as bodybuilders, we just eat every 2 hours consistently, even when we're not hungry. That's the most important thing is you can't just eat when you're hungry. You have to eat on the clock to be able to put on the sides. Больших секретов нет. Нужно просто есть, постоянно есть. И есть не тогда, когда вы голодны, а есть постоянно по часам, каждые 2 часа. So, eat some steak and some chicken. Поэтому ешьте стейки, ешьте курицу. And then when I come back next year, tell me if you gain more size. Ешьте курицу, ешьте стейки. В следующем году, когда я вернусь, покажите мне, чего вы добились в плане массы. Throw the tuna fish out. No? И выбросьте тюну. Добрый день, Джей. Хотел бы задать вопрос. Как развивается ваш бизнес в Америке, Катлер Nutrition, и как удается бороться с конкуренцией высокой на американском рынке в сфере спортивного питания? Спасибо. The brand is doing well. It's just over 2 years old now. Obviously, that's a reason why I'm here too. Is the brand is getting a lot of ground here. Мой бренд существует немногим более 2 лет. Кстати, это одна из причин, почему я здесь, почему я приехал. But we just we've done a lot of sales in the U.S. Just signed on Jose Raymond now as an athlete. У нас очень много продаж в Америке. Мы только что подписали контракт с Хозе Реймон. And you know it's going as expected. И бизнес идет так, как мы и ожидаем. Все идет по плану. Thank you. Вопрос, давайте. Говорите. Во-первых, хорошо, что приехал. Вот, и один из самых важных вопросов, что меня интересует, мне хотелось бы узнать, каков ваш взгляд на приобретающую популярность и, скажем так, очень сильно пропагандирующуюся в данный момент эстетику бодибилдинга. Насколько возможен уход от гипермассы именно в эстетику? Личный взгляд. Могли бы повторить вопрос? Плохо слышно из-за музыки. Я понял. Насколько в будущем возможен уход бодибилдинге от гипермассы до эстетики? Спасибо, я понял. I think it's just changed because there's not as many big guys. You know, the days of Roddy and myself aren't really there anymore. I think, you know, we have Phil who's, you know, more aesthetic. But Big Rami's going to bring bodybuilding back to being the mass because he'll eventually win, I think. Я не думаю, что есть такие кардинальные изменения от массы к рельефу. Просто когда раньше было больше крупных ребят, и они выступали больше,
теперь просто меньше крупных ребят, поэтому такое произошло изменение. Но я думаю, что это вопрос выступления, вопрос появления одного-двух больших парней с большой массой. То есть ответ нет, в этом плане бодибилдинг не меняется. Джей, привет! Я приехал специально из Сибири для тебя, проделал очень большой путь, много километров. Хочу сказать, что ты самый великий бодибилдер из всех в мире. И у меня такой вопрос. Скучаешь ли ты по тем временам, когда ты сражался за Олимпию? И каким у тебя был самый серьезный соперник, самый грозный? Как ты считаешь, твое мнение? Спасибо. Девушка. Main competitor was Ronnie, you know that. You followed it. Самый главный конкурент был Ронни, вы знаете, Ронни Колман. But I don't miss it much. Но я не очень грущу об этих временах. I've transitioned now to being, more of a businessman. Я сейчас меняюсь и становлюсь больше как бизнесмен. And I'm still traveling and still being Jay Cutler, which is great. И я до сих пор путешествую, я до сих пор появляюсь как Джей Катлер, и это отлично. And I work out more for fun. Теперь я больше занимаюсь для удовольствия. Здравствуй, Жень. Спасибо. Я хотел спросить, что ты делаешь для молодежного бодибилдинга? Открываешь ли залы для молодых атлетов? Или только занимаешься продвижением спортивного питания? Спасибо. I'm doing some training stuff right now, but not no gyms in Las Vegas. Я занимаюсь, делаю тренировки, но он имеет в виду, наверное, публичные тренировки, иногда, но я не открываю никакие тренажерные залы пока. I travel every week trying to promote bodybuilding, so that's what I'm trying to do, and I host a lot of events, a lot of contests where people can compete. Просто я очень много путешествую, я каждую неделю путешествую, нахожусь в разных местах, и не хватает времени заниматься развитием для молодежи. Следующий вопрос. Джей, здравствуй. Подскажи, пожалуйста, сколько у тебя в рационе жиров? Обычно на сушке и на наборе массы. Сколько в рационе жиров? Жиров, да. Not a lot of fats, not added fats. I get mostly my fats from the meats I eat, a couple whole eggs in the morning, but I don't add any extra fat to my diet. Never have. Я обычно не добавляю дополнительных каких-то жиров. Все жиры я беру из мяса, я беру их из яиц, которые я ем, съедаю с утра, поэтому жиров я специально не добавляю. А какова твоя общая калорийность в день, примерно? Какова что? Общая калорийность. Общая калорийность? Да, сколько калорий? About 3,000 now. Сейчас приблизительно 3000 калорий. Следующий вопрос. Hello, Джей. Я хочу узнать, что Джей Катлер думает о пептидах, работает ли они. Еще раз повторите плохо. Что Джей думает о пептидах, работают ли они. О чем, простите, он думает? Пептиды. Через микрофон плохо слышно. Пептид. Пептиды. Что он думает о чем? Я правда, но из-за того, что музыка играет и микрофон, очень плохо вас слышно. Пептиды. П, Е, П, Д, И, Д, И. Все, я понял, спасибо.
That's a new. No, I don't know much about that peptide business. It's new. It's nothing that we ever used. Я не знаю много по поводу пептидов. Это новый бизнес. Мы их не использовали. Разобрались? Хай, Джей. Твое отношение к тренировкам в ФСТ-7? Твое отношение к тренировкам что? ФСТ-7. А что это такое? Он сказал, что я не знаю, что это такое. 57? 57? FST7. FST7. I mean, I used it for 2009. I used it a lot. You know, training to failure, picking certain body parts that needed to come up. Я много его использовал в 2009 году для определенных групп мышц. It's more volume movements, and that's what I've always believed in. Это больше как движение, я в это верю. Where you just really fill the muscle with a lot of blood. I mean, you have to stretch and create that crazy pump and at the end of the workout. Это просто для того, чтобы это делается для того, чтобы наполнить мышцы кровью, для того, чтобы прокачивать мышцы в сумасшедшем режиме. We have a lot of video on YouTube for it, actually. Очень много видео есть на YouTube на эту тему. Привет. У меня такой вопрос. Ты помимо филохита тренируешь еще некоторых тренеров. Расскажи о них. Какие перспективы у твоих подопечных? Ребята, возле камеры не стойте, пожалуйста. Открываем голова. No big names yet, but we'll see you maybe in the future. Да, я тренирую, но нет каких-то больших имен. Возможно, вы их увидите в будущем. Can I ask a question? Джей, здравствуйте. Вопрос касается соревновательной вашей карьеры. Вот именно мне очень интересно, какие схемы по сливу воды вы использовали, когда подходили к Олимпии. Схема по сливу воды. Схема по сливу воды? Да. Окей, я понял. It was more of a process than it was, there wasn't any really products. It was more of manipulation to get the water out. Это больше было как процесс, как манипуляция для того, чтобы избавиться от воды. You know, diuretics never worked well with me. I always lost too much muscle fullness. Я обычно всегда терял очень много полноты мускул. So I tend to just usually deplete the water down, cut the sodium, move down on carbohydrates. It was a lot easier manipulating that way. Обычно я манипулировал тем, что просто уменьшал прием соли и таким образом работал. Hello, Jay. I would like to ask my question in English. Well, to tell the truth, you were the person who inspired me to train, and the question is, who or what have inspired you to train, to start bodybuilding and so on? Sylvester Stallone was my first guy I saw with muscles. That inspired me to work out, actually. Пожалуйста, переведи вопрос на русский для всех, чтобы все понимали. Ну, короче, спросил я. То, что Джей Катлер меня мотивировал на тренировке, и спросил его, что самого Джея мотивировало, или кто. И что ответил Джей? Сильвестр Сталлоне. Меньше крупных ребят, поэтому такое происходит изменение. Но я думаю, что это вопрос
вопрос выступления, вопрос появления одного-двух больших парней с большой массой. То есть ответ нет, в этом плане бодибилдинг не меняется. Джей, привет. Я приехал специально из Сибири для тебя, проделал очень большой путь, много километров. Хочу сказать, что ты самый великий бодибилдер из всех в мире. И у меня такой вопрос. Скучаешь ли ты по тем временам, когда ты сражался за Олимпию? И каким у тебя был самый серьезный соперник, самый грозный? Как ты считаешь, твое мнение? Спасибо. Девушка. Main competitor was Ronnie, you know that. You followed it. Самый главный конкурент был Ронни Колман. But I don't miss it much. Но я не очень грущу об этих временах. I've transitioned now to being, more of a businessman. Я сейчас меняюсь и становлюсь больше как бизнесмен. And I'm still traveling and still being Jay Cutler, which is great. И я до сих пор путешествую, я до сих пор появляюсь как Джей Катлер, и это отлично. And I work out more for fun. Теперь я больше занимаюсь для удовольствия. Здравствуй, Жень. Я хотел спросить, что ты делаешь для молодежного бодибилдинга? Открываешь ли залы для молодых атлетов? Или только занимаешься продвижением спортивного питания? Спасибо. I'm doing some training stuff right now, but not no gyms in Las Vegas. Я занимаюсь, делаю тренировки, он имеет в виду, наверное, публичные тренировки, иногда, но я не открываю никакие тренажерные залы пока. I travel every week trying to promote bodybuilding, so that's what I'm trying to do, and I host a lot of events, a lot of contests where people can compete. Просто я очень много путешествую, я каждую неделю путешествую, нахожусь в разных местах, и не хватает времени заниматься развитием для молодежи. Следующий вопрос. Джей, здравствуй. Подскажи, пожалуйста, сколько у тебя в рационе жиров? Обычно на сушке и на наборе массы. Сколько в рационе жиров? Жиров, да. Not a lot of fats, not added fats. I get mostly my fats from the meats I eat, a couple whole eggs in the morning, but I don't add any extra fat to my diet. Never have. Я обычно не добавляю дополнительных каких-то жиров. Все жиры я беру из мяса, я беру их из яиц, которые я съедаю с утра, поэтому жиров я специально не добавляю. А какова твоя общая калорийность в день, примерно? Какова что? Общая калорийность. Общая калорийность? Да, сколько калорий? About 3,000 now. Сейчас приблизительно 3000 калорий. Следующий вопрос. Hello, Джей. Я хочу узнать, что Джей Катлер думает о пептидах, работает ли они. Еще раз повторите, плохо. Что Джей думает о пептидах, работают ли они. О чем, простите, он думает? Пептиды. Через микрофон плохо слышно. Пептид. Пептиды. Что он думает о чем? Я правда, но из-за того, что музыка играет и микрофон, очень плохо вас слышно. Пептиды. П, Е, П, Д, И, Д, И. Все, я понял, спасибо. Здравствуйте, Джей. У меня к вам такой вопрос. Вот в прошлом году на выставку приезжал Маркус Руль. И когда вопрос зашел о его физическом
физической форме, в чем его секрет. Он ответил то, что он мешал консервированного тунца с водой. А в чем ваш секрет? I think he was joking. Я думаю, что он по поводу тюнафиша, он просто по поводу тюны, он просто шутил. Did you believe him? Вы поверили ему? I tried, it didn't help me. I hate tuna fish. Я ненавижу тюнафиш. Yeah, don't eat it then. There's no secrets. I know you guys like to think there's a lot of secrets, but as bodybuilders, we just eat every 2 hours consistently, even when we're not hungry. That's the most important thing is you can't just eat when you're hungry. You have to eat on the clock to be able to put on the sides. Больших секретов нет. Нужно просто есть, постоянно есть. И есть не тогда, когда вы голодны, а есть постоянно по часам, каждые 2 часа. So, eat some steak and some chicken. Поэтому ешьте стейки, ешьте курицу. And then when I come back next year, tell me if you gain more size. Ешьте курицу, ешьте стейки. В следующем году, когда я вернусь, покажите мне, чего вы добились в плане массы. Throw the tuna fish out. No? И выбросьте тюну. Добрый день, Джей. Хотел бы задать вопрос. Как развивается ваш бизнес в Америке, Катлер Nutrition, и как удается бороться с конкуренцией высокой на американском рынке в сфере спортивного питания? Спасибо. The brand is doing well. It's just over 2 years old now. Obviously, that's a reason why I'm here too. Is the brand is getting a lot of ground here. Мой бренд существует немногим более 2 лет. Кстати, это одна из причин, почему я здесь, почему я приехал. But we just we've done a lot of sales in the U.S. Just signed on Jose Raymond now as an athlete. У нас очень много продаж в Америке. Мы только что подписали контракт с Хозе Реймонд. And you know it's going as expected. И бизнес идет так, как мы и ожидаем. Все идет по плану. Thank you. Вопрос, давайте. Говорите. Во-первых, хорошо, что приехал. Вот, и один из самых важных вопросов, что меня интересует, мне хотелось узнать, каков ваш взгляд на приобретающую популярность и, скажем так, очень сильно пропагандирующуюся в данный момент эстетику бодибилдинга. Насколько возможен уход от гипермассы именно в эстетику? Личный взгляд. Могли бы повторить вопрос? Плохо слышно из-за музыки. Я понял. Насколько в будущем возможен уход в бодибилдинге от гипермассы до эстетики? Спасибо, я понял. I don't think, I think it's just changed because there's not as many big guys. You know, the days of Roddy and myself aren't really there anymore. I think, you know, we have Phil who's, you know, more aesthetic. But Big Rami's going to bring bodybuilding back to being the match because he'll eventually win, I think. Я не думаю, что есть такие кардинальные изменения от массы к рельефу. Просто когда раньше было больше крупных ребят, и они выступали больше, теперь просто... You know, I was pretty self-motivated pretty much most of the time.
I always saw progress. I think that's a big motivation for anyone. Progress. Моя мотивация заключается в том, что я вижу результаты, когда я нахожусь перед зеркалом, и это мотивирует меня на еще большие успехи. And I think when your body peaks and you can see the changes so much, you know, everyone wants to get better. I think it's important that a lot of people, you know, continue to work harder and make the changes. If you're not seeing changes, then you're doing something wrong. Я считаю, что главное, что люди, которые занимаются, должны видеть прогресс. Если они не видят прогресс, это значит, что они что-то делают неправильно. То есть ключ мотивации заключается в результатах, которые вы видите перед зеркалом. Привет, Джей. Хотелось бы задать вопрос. Какими продуктами ты загружаешься перед началом соревнований? И загружаешься ли ты вообще? Как это происходит? Спасибо. My diet really doesn't change that much between off-season and pre-contest, to be honest. И, честно говоря, моя диета не меняется ни когда я нахожусь, ни когда я готовлюсь, не после. То есть не в сезон, не после сезона диета не меняется. The biggest changes are going to be in my training and my cardio routines. Большие изменения появляются в кардио. So I always ate on a moderate protein, moderate carbohydrate diet. Я обычно нахожусь на умеренной протеиновой и гидрокарбонатной диете. But the main thing I switched to is my protein source when I dieted for competition changed more to white fish. Но единственное, я меняю протеин больше на белую рыбу, когда я готовлюсь к соревнованиям. But I think it's important to keep the diet maintained throughout the year. That way you don't have to make a lot of changes when you diet down. Но я думаю, что очень важно иметь диету одинаковую в течение всего года, для того, чтобы не делать резких кардинальных изменений до соревнований. Джей, спасибо за визит. Хотелось бы узнать твое мнение по поводу недавних слов твоего друга Фила Хита. Он сказал, что наследие в 10 Олимпии – это вполне достижимые цели. Что ты думаешь, удастся ли ему подобраться к 10? Спасибо. Здесь очень плохо слышно, потому что музыка. Вы не могли повторить последнюю часть вопроса? Удастся ли Филу Хиту подобраться к 10 статуэткам Сандова? Удастся ли ему подобраться к чему? Удастся ли ему 10 раз выиграть Мистера Олимпию? We'll see. Поживем, увидим. Hello, Jay. My husband is very interested about your plans for near future. Would you like to participate in any championships? Я спросила, какие уже планы на ближайшее будущее, в каких соревнованиях он хотел бы поучаствовать. И собирается ли вообще? No competition plans. Нет планов по соревнованиям. I'm still doing a lot of traveling. I'm at a different place every week. Я очень много путешествую, я в разных местах, каждую неделю в разных местах. Still working out, still eating healthy, and just doing my thing to promote body. Здравствуйте всем.
Здравствуйте, добро пожаловать. Джей, очень рад вас всех видеть здесь. Спасибо, что пришли. I just want to say welcome everyone. Thank you for coming out. Pleasure to be here. Я просто хочу сказать спасибо всем большое, что вы все пришли. Очень приятно. It's been a great trip so far. I was really looking forward to coming back to Russia. It's been a long time, about 13 years, and it's been great. The fans have been great. I'm excited for today to speak to you guys. Я очень рад сюда вернуться. Я был здесь 13 лет назад. Все было отлично. Я очень рад. Спасибо большое, что все пришли. Okay, so with that being said, I'd like to get started. So let's start with the first question. Who has the first question for me? Raise your hand. Давайте начнем с вопросов. Кто готов задать первый вопрос? По регламенту у нас 30 минут на вопросы, 30 минут на автографы, и также будут продаваться постеры и футболки. Итак, кто готов задать первый вопрос? Make sure you stand up when you ask the question, okay? Пожалуйста, когда вы задаете вопросы, вставайте, чтобы вас было лучше видно. Во-первых, хочется поприветствовать от лица всех фанатов и поклонников Джея, сказать спасибо, что он приехал, мы его все очень рады видеть. Ну и, собственно, вопрос. Хотелось бы узнать, какие манипуляции с солью и с водой уже в последнюю неделю перед соревнованиями? Не совсем хорошо слышно, но могли бы повторить вопрос. Какие манипуляции с водой и с солью уже в последнюю неделю подготовки? Usually 5 days I cut the sodium down. Я обычно стараюсь уменьшать содиум в течение 5 дней. And then pretty much cut the water. I taper the water down, usually a little bit at a time, but I still keep quite a bit of fluid in because of my size. Также я стараюсь уменьшать воду, но тем не менее я ее все-таки использую просто потому, что вода нужна и потому, что у меня такой размер. And I've experimented with no water, I've experimented with keeping water in, and it seems to work best if I keep some fluids in there, but keep the sodium to a minimum. Я экспериментировал с водой, экспериментировал без воды и пришел к выводу, что нужно все-таки немного воды для того, чтобы... И нужно еще немного держать соду. Everyone's body is going to be different, so it's a little tricky process. Это достаточно сложный процесс, потому что у каждого человека свое тело. Следующий вопрос. Здравствуй, Джей. Хотел бы тебя узнать, что бы ты вывел самые главные моменты в массовом наборе в период соревнований и подготовки? Eat a lot of food. Есть много еды. So I found best 6 to 8 meals a day. Я считаю, что 6-8 приемов пищи в день. But a lot of carbohydrates, especially around the workouts. Я считаю, что оптимально это 6-8 раз в день и гидрокарбонаты уменьшать. Hello, Джей. Я хотел бы спросить о мотивации. Как вы мотивируете себя, как вы готовите психологически к выступлению? Спасибо. Спасибо. In a positive way. Я до сих пор тренируюсь, я до сих пор питаюсь и
прилагаю много усилий для того, чтобы промоутировать бодибилдинг. Motivate people like your husband to get better. И также мотивировать людей, таких как ваш муж. Здравствуй, Джей. Хотелось поинтересоваться, какое у вас впечатление о России? Поменялось ли оно после того, как вы приехали спустя 14 лет? A lot. Да, очень большие изменения. Fitness has grown a lot here. Фитнес очень сильно развился здесь. A lot more fans. We have the expos now. Много поклонников, есть выставки. A lot of different organization where they have different levels of competition, meaning they have men's physique and all these different new divisions starting. Появилось много организаций, которые занимаются бодибилдингом, такие как Men's Physique и других. So it's good. Поэтому да, изменения есть, и это хорошо. Добрый день, Джей. Спасибо большое за мотивацию. Вы нас очень сильно мотивируете. И у нас 3 вопроса к вам. Первый вопрос по поводу воды. Как вы считаете, вот чисто ваше мнение, можно ли запивать большим количеством воды приемы пищи? Yes, you have to eat a lot and drink, obviously fluids, preferably water, to maintain the size. Да, нужно много тренироваться и хорошо питаться, и, естественно, нужно употреблять большое количество жидкости для того, чтобы поддерживать вес. Я принимаю примерно 2 галлона воды в день. Во время приема пищи, да? То есть прям ешь и можно запивать. Просто есть мнение, что разбавляется желудочный сок и плохо сказывается на пищеварении. Обычно я пью много воды после приема пищи. И также между приемами пищи. То есть после и между. Спасибо. Следующий вопрос по поводу растяжки. Многие считают, что растягиваться, например, перед тренировкой ног, может иметь негативные последствия на саму тренировку, потому что суставы немножко выходят из конструкции, из их держания. Как Джей относится к этому? Растягиваться перед тренировкой, например, ноги перед тренировкой силовой на ноги. Извините, пожалуйста, из-за музыки плохо слышно. Нужно ли растягиваться перед тренировками? Да, допустим, растяжка ног перед силовыми приседаниями. I would do it as you train, stretching. When your body's warm, get the most out of your muscle. Я обычно делаю растяжки в течение тренировки. И вопрос по поводу живота, именно жира. Джордж Фарр считает, что если пресса не видно в межсезонье, нельзя называть себя бодибилдером. Что по этому поводу думает Джей? Простите, и кто так говорит? Джордж Фарр. Фаррелл? Джордж Фарр, тренер, бывший Кай Грина и сейчас Виталия Фатеева. That's not true, I don't think. Я не думаю, что это правда. I mean, some people hold fat in different areas, but if you're a professional, you shouldn't have that kind of body fat, but as far as an amateur, it's a different story. Я так не думаю. Если вы профессионал, то у вас не должно быть жира. Но все разные. И если вы не профессионал и находитесь в непрофессиональном сегменте, то это не проблема. Thank you. Thank you.